Друзья, приветствую всех на канале Рыболов Копатель. Приехали сегодня с товарищем покидать Магнит. Тут вот шлюзы у нас расположены, они еще немецкие. Здесь залив получается. Вот эта дорога, по ней и оставшиеся части вермахта двигались в сторону Балтийска, точнее в сторону Фишхаузена, ныне Приморск, и гражданское население. Ну, в принципе, в водоемах здесь много чего может быть, поэтому решили приехать, побросать Магнит. Думаю, засниму видео, а вдруг что интересное достанем. Магнит у меня Днепра, двухсторонний, 400 килограмм, достаточно мощный. Здесь вот памятник у нас находится. В этом году его еще благоустроили. Операция началась 13 апреля 1945 года переходом в наступление войск ударной группировки Земландской группы войск при авиационной поддержке 1-й и 3-й воздушных армий. К исходу первого дня боев советские войска продвинулись на 3-5 километров, взяв в плен свыше 4000 человек. 14 апреля противник начал отводить свои войска к Пилау. Балтийский флот с бронекатеров высадил 2 тактических десанта на дамбу Кёнигсбергского канала, что создало благоприятные условия для наступления войск вдоль побережья залива Фришесхаф. В этом месте, где мы сейчас находимся, 16 апреля 1945 года стрелковый батальон под командованием майора Иванова Сергея Ивановича, перерезав шоссейную дорогу Пайзе-Фишхаузен, это вот именно вот эта дорога, она была перерезана, и этот стрелковый батальон замкнул окружение крупной группировки вермахта в районе Неплейкин-Пайзе. Неплейкин-Пайзе-Циммербуде. То есть у нас Неплейкино, это вот где сейчас дачи, Пайза туда дальше, получается, на побережье залива, и Циммербуда Светлый, ну вот где-то дальше в ту сторону. Такой треугольник. Неплейкин-Пайзе-Циммербуде. То есть окружили немецкую группировку. Тем временем в магазине у деда Мити вы можете купить металлоискатели, катушки, поисковые магниты, лопаты, рюкзаки и другие аксессуары для приборного поиска и коллекционирования. Профессиональные консультанты помогут сделать ваше увлечение не только удобным и комфортным, но и результативным. По системе Trade-in вы сможете обменять свой старый прибор на новый максимально выгодно. Для поисковых отрядов действуют особые условия. Используя промокод Рыбакоп, вы получите приятный бонус или скидку. Переходите по ссылке в описании. До подхода основных сил дивизии удерживал многочисленные контратаки противника. Это получается тот самый стрелковый батальон. А затем при поддержке других частей штурмом овладел населенным пунктом Неплейкин и военным арсеналом. И за бои на Земландском полуострове, разгром окруженной фашистской группировки, проявленные при этом отвагу и геройство, майору Иванову Сергею Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза. Вот. На этом поле 6-7 февраля 1945 года части 24-й гвардейской стрелковой и Евпаторийской краснознаменной дивизии, прорвавшиеся в ходе зимнего наступления Красной армии к заливу Фишхаузен, Приморская бухта, то есть вот этот вот залив, который мы видим за камышами,
Приняли неравный бой с гитлеровцами. В результате внезапной контратаки противника 72-й гвардейский стрелковый полк и 1 батальон 71-го гвардейского стрелкового полка оказались в полном окружении, зажатые между опушкой леса, Кёнигсбергским отводным каналом и рекой Форкинер-Флис, ныне Нельма название. В течение дня 6 февраля наши бойцы отражали яростные атаки, нанося большой урон в живой силе и технике. Подразделения по приказу комдива с боем прорвались из окружения к основным силам дивизии на рассвете 7 февраля, захватив при этом 4 пленных немецких солдат. На сегодня установлены имена 49 невышедших из окружения героев, павших смертью храбрых в том страшном бою, в том числе 11 офицеров. Тела воинов так и оставались лежать на поле боя под серым чужим небом, на кроваво-грязном снегу, пока жители Неплекина по распоряжению коменданта не захоронили их в ближайших свежих воронках. Работаем сегодня с Сергеем. Да. Всем привет. Это новый человек у нас на канале. Серега искусствовед. Будем его называть так. Потом позже вас уже познакомлю поближе с нашим героем. Ну а сегодня это он меня уговорил вообще магнит покидать. Мы-то давно знаем друг друга. Тут встретились с Серегой, номерами обменялись. Я ему рассказал про свои похождения. Он говорит, все, надо ехать кидать магнит. Даже знаю куда. Ну вот, приехали тестировать. Сейчас уже будут первые находочки. Заодно посмотрим. Короче, ко всему магнитится. Но все такое большое. Просто... Что-то уже там присосалось, да? Да, гвоздик. Ага, кидаю его сюда. Опа. Вот они, восточно-прусские гвозди первые пошли. Главное, телефон не уронить. А тут как столбышки вбиты вон такие. Смотри, ничего не магнитится. Одна зеленка, да? Все мягенько так идет прям. Может, заилилось все уже. Тут же течение вообще, по идее. Ну вот, смотри, видишь, он замагнитится, ты чувствуешь? А, то есть к чему-то он присосался, да? Только он просто отваливается. Оп, съехал. О! Какой-то кусочек. Метеорит. Да, я тоже подумал, скорее всего. Заберем, потом на аукционе продадим его. Аж такие иловые грибы из-под воды вырываются. Вот на этом здании раньше красовалась легендарная надпись: «Меняю жену на 3 карася». Сейчас уже новые поколения наносят свой стрит-арт. Солнце 7. Сейчас мы доберемся туда и там проверим тоже все. Не клюет? Пока нет. О, теперь к мосту. Присасывается хорошо, да? Он? Не, ну отрывается. Чуть-чуть отшелушилась от моста маленько, да? Да. Окалина. Пойдем дальше проверять.
Притоптанное место. Рыбаки тут, что ли, или бобер кто тут ходил? Тропы бобровые, походу. Так как не ловится, надо поснимать просто инфраструктуру немецкую. Пока Сергей прозванивает дно данной акватории, тут главное аккуратно, все сопряжено с опасностью, друзья. И не провалиться тоже важно. Вот видите. Вот это была что-то типа какая-то вот шлюзная система здесь построена. Вода с залива подавалась на поля. При немцах здесь же все обрабатывалось. Сейчас здесь все в камыше. Вот они, трубы. Видите, какие-то запоры стояли. Тут еще и электродела частично напоминают о себе. Система какая. Там даже шильда какая-то. Опа, там вон можно видеть гнездо. Уж не знаю. Похоже, что это как на ласточкино не похоже. Может, шершни какие-нибудь. А вот видите, вот тут вот тоже шильдик был. Вот тут вот. Но его уже сорвали. Клевочки есть, Серег? Нет, ничего. Только окалина. Только одна лишь окалина. Облупыши какие-то попадаются и все. Может, доедем сейчас до Нельмы, там покидаем. Если тут совсем тихо так. Ну там же можно на ту сторону перейти еще, туда попробовать кинуть, да? Так вот я туда больше всего и хотел. У тебя надежда туда была, да? Я думал, хотя бы блесен здесь наловим. Слушай, ну да, даже странно, ни одного рыбацкого инвентарного этого атрибута не попалось. Да. Пойдем, зайдем за это сооружение. Вот они. Что характерно, у немцев все, вот тут вот все поля, которые были, ну вот так же, как и в Славский район мы ездили. Получается, все поля, каждое поле обнесено канавой было. И вот с таких вот уже глобальных канав переходило на более мелкие. И это все и удобряло в то же время. Вот мы даже сейчас стоим, со дна поднимается, так как магнит ворошит все там на дне, вот этот вот запах такой затхлый, застоявшийся. Но, тем не менее, это отличное удобрение. И все это шло. Я не знаю, что за культуры они здесь высаживали, конечно. Об этом неизвестно. Но удобрялось у них и поливалось все как надо. Смотри, а вот тут это вот от пуль же похоже. Может быть, запросто. Пулевые чисто пробоины.
крючки эти. Плохие- Швырнул. Плохие новости, друзья. Обрыв магнита, короче, произошел. Вон там. Вон конец веревки. Вон черный торчит. И он где-то лежит там. Блин, ну тут даже не зайти, ничего. Ладно, сейчас что-нибудь придумаем. Серега купаться сказал, пойдет. Да проверили, глубины нету большой. Можно достать. Его по колено. Много, да? Сейчас туда дойдешь, там по грудь уже. Смотри, главное, чтобы засасывать не стало. Может, палку вот эту возьмешь с собой, не? Вроде не глубоко. Опа. Заглубление, да, пошло? Есть поклевка. Может, на камышах мель на этих? Вот такой отдых, друзья, экотуризм. Приезжайте в Калининградскую область. Полное единение с природой. Серега вообще красава. Все, выдрал просто. Вот он, вот он. Возвращение в родную гавань. Эти кадры называем именно так. Не, я кидать не буду, Серег. Будешь ты кидать тебе. Мне не везет что-то. Чуть не потеряли магнит. Вот так вот. Вот он. Ихтиандр вышел. Красава. Продолжаем, друзья, продолжаем наши поиски. Пока все очень активно, но безрезультативно. Ну ничего. Ох, хищники летают. Еще кричит. Вон она, красота какая. Ну, заехали мы еще на одну контрольную точку. Сюда побросаем. Там вообще чисто. То ли все вычерпали магнетисты, то ли все илом заросло, непонятно. Пробовать сейчас здесь будем. Да будем заканчивать тестовый выезд. О, рыба вон всплыла, смотрите, оглушил. Надо же, магнитом. Похоже, килька какая-то. Короче, цепляется, ребята, тут вот где рыба плавает. За что-то цепляется. То ли труба, то ли что-то большое. Уже 2 раза законнектились, но не двигается с места. Может труба, может еще что-то. Ну все, друзья, закончили мы раскопки, точнее выезд с магнитом. Ничего интересного, к сожалению, выловить нам не удалось. Не знаю, уж такое ощущение, что там до нас уже все 10 раз проштудировали. Но ничего, развеялись, подышали. Серега искупался он даже. Очень хотелось ему с магнитом половить, попробовать. Не знаю, может где на хуторке на каком-нибудь еще выедем. На старом немецком попробуем водоем прочесать. Всем спасибо за просмотр, друзья, и до новых встреч.